Заразиться ВИЧ можно только от инфицированного человека. Вирус содержится в крови, сперме, влагалищных выделениях и грудном молоке. Когда вирус попадает в организм, он атакует клетки, которые управляют иммунной системой – Т-лимфоциты. Сам по себе вирус иммунодефицита человека размножаться не может, но попадая в Т-лимфоциты, он превращает их в машину для производства новых вирусов. Процесс размножения вируса настолько истощает Т-лимфоцит, что в итоге он погибает. У заболевания есть 5 стадий. На первой стадии инкубации идет активное размножение вируса, пока организм не способен выработать антитела к ВИЧ. Эта стадия длится от 3 недель до 3 месяцев, но иногда может затягиваться и до года. Дальше наступает вторая стадия – первичных проявлений. Иммунная система начинает активно бороться с вирусом, вырабатывает антитела. Проявления этой стадии похожи на симптомы ОРВИ и гриппа. На третьей субклинической стадии самочувствие человека еще нормальное, но старт с бою уже дан. Иммунная система не в силах производить необходимое число клеток-защитников. Организм пытается восполнять потери и работает на пределе. На четвертой стадии вторичных заболеваний иммунитет серьезно ослабевает и уже не способен бороться с инфекционными и онкологическими заболеваниями. Все эти стадии в среднем длятся от 5 до 15 лет. Когда число защитников становится критически маленьким, у человека развивается последняя стадия заболевания – терминальная. В ней человек способен прожить от нескольких месяцев до 3 лет. Своевременно выявить заболевание и взять его под контроль позволяет только обследование на ВИЧ. Тестирование можно пройти бесплатно в СПИД-центрах или поликлиниках по месту жительства.